Врожденная склонность человечества к предательству и лжи лежит в основе множества социальных бед, но у нас есть культурная иммунная система, которая помогает нам сопротивляться. Почти 2 миллиона лет назад один из наших гомининных предков заболел раком костей стопы. Судьба этого индивида неизвестна, но его окаменелые останки не оставляют сомнений. Рак — часть нашей истории с древнейших времен. Очевидно также, что, столкнувшись с угрозой со стороны собственных, обычно кооперативных клеток, мы эволюционировали, развив иммунную систему, способную распознавать и устранять врага изнутри. Но коварные раковые клетки были не единственной внутренней угрозой, с которой сталкивались наши предки. Как гиперсоциальные существа, они подвергались опасности со стороны эгоистичных индивидов, стремившихся подорвать устои группы, и способных разрушить общество, подобно тому, как рак в конечном итоге убивает своего носителя. Как же мы адаптировались к этой угрозе? В центре этой истории вопрос: является ли человеческая природа эгоистичной или альтруистичной, соревновательной или кооперативной? По сути, раковые клетки, укращенные культурой, или скорее здоровые клетки человеческого организма, работающие сообща ради общего успеха. Люди спорят об этом веками и продолжают спорить, приводя исследования в области приматологии, антропологии, психологии и экономики в поддержку своих взглядов. Ответ имеет глубокие последствия для того, как мы стремимся устроить общество. Если мы рождаемся альтруистами, то институты и иерархии не нужны. Но если побеждает эгоизм, необходим жесткий контроль. Чтобы понять почему, нужно учитывать условия, в которых происходила эволюция человечества. Выяснение того, как наши предки справлялись с грубым эгоизмом, помогает не только понять наше социальное прошлое. Оно может также помочь привить современным обществам устойчивость к внутренним угрозам. Посмотрите на животных, к которым мы наиболее близки, и вы увидите, что у каждого вида свой уникальный социальный строй. У горилл, например, группы неспарившихся самцов обычно возглавляются агрессивными альфа-самцами. Спарившиеся гориллы иногда живут в смешанных группах, но чаще это стереотипный серебристоспинный самец с гаремом самок, группа с собственной иерархией. Шимпанзе и бонобо также демонстрируют иерархии доминирования, при этом особое значение придается социальному статусу женских приматов, особенно у бонобо. Несмотря на большое разнообразие форм социальности у этих видов, одно остается неизменным. Там, где есть социальный ранг, агрессивное доминирование — выигрышная стратегия. Если альфа способен успешно защищать ресурсы, территорию, пищу или партнеров, он может подчинить себе приматическое общество. Доступ к большему количеству ресурсов означает больше выживших потомков, а это единственный критерий успеха с точки зрения естественного отбора. У наших собственных предков, представителей рода Homo, история иная. Исследования в области антропологии и приматологии показывают, что по мере усложнения социальных структур ранние люди сделали то, что не наблюдается у других приматов. Они одомашнили самих себя. Обладая когнитивной сложностью, необходимой для создания оружия, и интеллектом, позволяющим формировать альянсы, они могли противостоять крупным агрессивным доминантам, которые правили их социальными группами. Это радикально изменило человеческое общество, поскольку вместе с устранением альф наши предки также отбирали против человеческой склонности к агрессии. В результате люди стали более кооперативными, а их общества — более эгалитарными. Но если это так, как тогда объяснить неоспоримый и растущий уровень неравенства в современных обществах, где огромные ресурсы власти и денег сосредоточены в руках немногих, особенно в таких крупных экономиках, как США, Великобритания и Китай? Некоторые исследователи утверждают, что люди по своей природе не склонны к равенству, а жизнь в небольших, тесно связанных группах охотников-собирателей, как это было до появления земледелия, подавляла нашу склонность к иерархиям, основанным на доминировании. Они видят в истории человечества кривую эгалитаризма. Мы начали с социальной структуры, похожей на ту, что наблюдается у других,
человекообразных обезьян, затем на короткое время приблизились к социальной равности, а теперь вернулись к исходной точке. Мы не являемся естественно эгалитарными. Человеческие общества когда-либо были по-настоящему равными. Как отмечают антропологи, даже современные охотники-собиратели практикуют жестокие обычаи, например, детоубийство. Но причина нынешнего неравенства кроется не в том, что наши предки отобрали агрессию, а в том, что устранение деспотичных альфа-самцов открыло путь к успеху другим, возможно, еще более коварным личностям. Когда человечество освободилось от жесткой хватки иерархий, возглавляемых альфами, успех в социальной группе стал зависеть от умелого маневрирования внутри сообщества. Так возник особый тип социальной интеллигентности — макиавеллистский интеллект, основанный на хитром манипулировании другими. С точки зрения эволюционной биологии мы сталкиваемся с дилеммой кооперации. В одних ситуациях нам выгодно сотрудничать, в других — нет. И как можно понять, необходимость объединяться может вступать в конфликт с желанием предать. В результате открытая конкуренция уступила место тому, что называется невидимым соперничеством. Способности скрывать эгоистичные, конкурентные или эксплуататорские намерения, сохраняя при этом видимость кооперативности. Иными словами, мы эволюционировали, чтобы конкурировать в кооперативном мире. Подтверждение этой идеи дает размер человеческого мозга. У всех приматов мозг большой по отношению к телу, но наш особенно. Гипотеза социального мозга предполагает, что такие большие мозги развились, чтобы справляться с необычайно сложными социальными системами. Разумеется, кооперация — часть этой истории, но не вся. Взгляните на муравьев. По численности и распространенности они, вероятно, самая успешная группа видов на Земле. Они эусоциальны, сотрудничают настолько тесно, что действуют как единый организм. Но их мозги крошечные, и все, что нужно для совместной работы, запрограммировано у них генетически. Значит, для кооперации большой мозг не обязателен, а вот для стратегической конкуренции он необходим. Исследования показывают, что именно социальная конкуренция лучше всего объясняет эволюцию нашего огромного мозга по сравнению с другими приматами. Мы — политические животные, а не просто социальные. Мы выстраиваем стратегии внутри общества, чтобы максимизировать свой успех, будь то деньги, власть, успех в размножении, охотничье мастерство или другие качества, связанные с престижем. Чтобы делать это эффективно, мы эволюционировали не просто как существа, способные к сотрудничеству, а как существа, способные сотрудничать избирательно и предавать, когда это выгодно или когда можно избежать последствий. Экономисты и психологи подтверждают это в экспериментах. В одном из них участники играли в кооперативную игру, одному давали $10 и предлагали поделиться с партнером или нет. Многочисленные исследования показывают, что в таких условиях люди часто делятся, иногда на равные части, даже если за предательство не предусмотрено наказание. Но в этот раз участникам предложили альтернативу — взять меньшую сумму и покинуть игру, не дав партнеру узнать, что игра вообще была. Около трети выбрали этот вариант, словно были готовы заплатить за то, чтобы их предательство осталось в тайне. Такие эксперименты многое говорят о человеческой психике. В социальных взаимодействиях нам нужно уметь предсказывать поведение других, знать, кому можно доверять, как завоевать доверие и как скрыть собственное предательство. Для этого нужны эмпатия, эмоции, язык и сознание. Но эти же способности, этот же интеллект имеют опасную сторону. Наша эволюционная склонность к максимизации ресурсов заставляет нас эксплуатировать окружающих, и некоторые настолько искусны в обмане, что могут разрушить общество. Современное крайнее неравенство — пример этого процесса. Тоже можно сказать о политических потрясениях прошлого, приводивших к подрыву верховенства закона, а иногда и к гибели цивилизаций. Так, Римская империя рухнула из-за масштабной внутренней борьбы за власть в результате макиавеллистских интриг Юлия Цезаря, что в итоге привело к автократии.
Наша двойственная природа, кооперативная и конкурентная, означает, что мы сталкиваемся с внутренним врагом, способным разрушить общество. И именно здесь возникает аналогия с раком. Долгая история человечества, живущего с этим заболеванием, привела к эволюции биологических механизмов, снижающих его угрозу. Многие клеточные реакции, включая атаки иммунных клеток и запрограммированную гибель клеток, возникли, чтобы помочь организму бороться с раком и другими внешними угрозами. Именно эта стойкая иммунная система объясняет, почему, несмотря на постоянные мутации и частое воздействие вирусов и бактерий, мы часто не испытываем симптомов или болезни. Аналогично, угрозы для социальных групп, вызванные эволюцией невидимого соперничества, привели к формированию практик, моделей поведения и институтов, направленных на максимизацию кооперации и подавление макиавеллистских наклонностей. Религия – один из институтов, способных выполнять такую функцию. Религиозные учения могут способствовать сотрудничеству между всеми, кто их исповедует. И, возможно, именно поэтому золотое правило, часто формулируемое как «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой», встречается независимо в священных текстах по всему миру. Люди, верящие в эти тексты, те, кто, как говорят антропологи, их интернализирует, чаще помогают другим членам своей группы. Везде, куда ни посмотрят антропологи, они находят практики и институты, укрепляющие кооперацию на локальном уровне. В культурах, зависящих от рыболовства, существуют строгие нормы против чрезмерного вылова, который может истощить запасы для всех. В охотничьих обществах строгие правила распределения мяса и признания заслуг за добычу. По всему миру социальные нормы, регулирующие поведение, эволюционировали и совершенствовались на протяжении тысяч лет проб и ошибок. Однако, как и раковые клетки, находящие способы обойти иммунную систему, некоторые индивиды используют макиавеллистский интеллект, чтобы подорвать социальные нормы ради собственной выгоды. Это сложнее провернуть в малых сообществах, где все друг друга знают, и нарушителей легко выявить и наказать. Но по мере роста обществ за последние 10 тысяч лет возможности для эгоистичного поведения тоже росли. Сельскохозяйственные сети, города и, наконец, национальные государства сделали обман гораздо проще, ведь в больших группах, где невозможно знать всех лично, легче обмануть многих и остаться незамеченным. Именно эта смертоносная комбинация возможностей и невидимого соперничества делает вопрос о том, являются ли люди кооперативными или конкурентными, актуальным сегодня. Чтобы победить врага внутри общества, нужно признать, что обе черты — часть нашей природы, и что мы эволюционировали, чтобы применять ту, которая лучше подходит к ситуации. Думать, что мы либо одно, либо другое, значит быть уязвимыми перед упрощенными аргументами о том, как следует устроить общество. Если мы исключительно эгоистичны, то общество должно сосредоточиться на жестком контроле и наказании дармоедов, включая власть имущих. Но вера в то, что мы по сути альтруистичны, также опасна. Она игнорирует угрозу, исходящую от безудержного эгоизма. Подавлять макиавеллистскую сторону человечества в масштабных обществах, безусловно, сложнее. Но есть базовые способы усилить культурную иммунную систему, подобно тому, как мы укрепляем биологическую иммунную систему через здоровый образ жизни и вакцинацию. Ключ, как я считаю, изучить социальные нормы, которые малые общества выработали, чтобы процветать и противостоять оппортунистам, а затем использовать это знание для создания политик, способствующих кооперации на более высоком уровне. Например, в наших собственных сообществах мы можем обратиться к культурам, где практикуются системы передачи ресурсов по потребности и другие способы справедливого распределения. Но это невозможно, пока мы не признаем проблему, которую представляет невидимое соперничество. И лучший способ сделать это — образование. Мы все — часть культурной иммунной системы. Если мы поймем свое эволюционное наследие, мы будем внимательнее относиться к угрозе, которую представляют дармоеды, и будем более осознанно выбирать,
кому доверять, подобно тому, как иммунная система учится распознавать агентов, связанных с раком и другими болезнями, чтобы справляться с ними. И главное, мы должны признать, что кооперация в долгосрочной перспективе выгодна всем. Небольшая часть людей на крайнем конкурентном полюсе всегда будет пытаться обмануть общество. Мы должны действовать согласованно, чтобы опережать оппортунистическую природу человечества. Без верований, норм и правильного понимания человеческой природы мы остаемся во власти нашего эгоистичного биологического наследия. Эволюция сделала нас такими, но мы можем научиться преодолевать это,